Всем привет, друзья! Если вы здесь впервые, то меня зовут Слава, а если же вы мой давний зритель и, по крайней мере, точно смотрели видео про АПК-файлы, то знаете, что я достаточно негативно отношусь к подписочным моделям. Почему мне не нравится подписочная модель, особенно в приложениях? Потому что если ты на что-то подписываешься, то ты попросту это арендуешь. А лично мне больше нравится, чтобы ты взял, купил и через год, 2, 10 мог бы снова к этому вернуться, потому что это уже в твоей собственности, и ты можешь это использовать как ты хочешь. С подпиской, понятное дело, такое не прокатит. Месяц платишь, пользуешься, если ты не заплатил за следующий месяц, то все, капут, тебе закрыт доступ. Ну и вторая причина, почему мне не нравится подписочная модель, на меня может быть не похожа, но чисто внутри я на самом деле очень жесткий еврей. Я люблю считать деньги, не люблю переплачивать за что-то. А если ты платишь за подписку, то в долгосрочной перспективе ты по-любому переплачиваешь за то, чем ты пользуешься. Поэтому, если есть вариант либо купить, либо подписаться, то я, конечно же, выберу купить, потому что, во-первых, как я уже сказал, это будет в моей собственности, пусть даже и виртуально, если это касается музыки. Ну и во-вторых, я это купил сейчас, и через год, через 2, через 5 мне не нужно будет за это платить, и я хоть сейчас потрачу больше денег, но в долгосрочной перспективе я по-любому сэкономлю. Но как вы уже поняли из названия этого видео, я все-таки решил подписаться на YouTube Premium. И сейчас я вам хочу рассказать, во-первых, почему я подписался на YouTube Premium, а во-вторых, как он работает, потому что многие могли слышать об этом сервисе, но не до конца понимают, зачем он им в принципе нужен. Как я уже сказал, по мне не скажешь, но все-таки в глубине души я чуть-чуть еврей и все-таки везде стараюсь искать свою выгоду. Я подумал, если я делаю ролики на YouTube и если я куплю подписку YouTube Premium, то возможно YouTube будет более активно продвигать мои ролики. Конечно же это так не работает, но знаете, чтобы как-то подкрепить собственное эго, хочется в это верить. Вторая причина достаточно банальная, я просто сам лично очень много смотрю YouTube. А так как я смотрю YouTube, минимум 3 часа в день, то вот этой рекламы стройной у меня набирается, наверное, 5 минут в день минимум. И я решил, зачем я трачу на это время, я лучше куплю себе подписку и буду смотреть видео без рекламы. Третья причина, почему я решил подключить премиум, возможно, для некоторых не до конца очевидна. Я тупо хочу поддержать YouTube своими деньгами, хоть и небольшими, но все же. Потому что YouTube, я думаю, ни для кого не секрет, это самый огромный видеохостинг в мире. И чтобы поддерживать эту махину, нужно просто неимоверное количество денег. По последним данным, за 1 минуту на YouTube заливается не менее 400 часов видео. Неважно, качественный это контент или некачественный, 400 часов видео, и с каждым годом эта цифра все растет и растет. И как раз таки, чтобы YouTube мог оставаться бесплатным, у него есть встроенная реклама, где приходят рекламодатели, платят деньги, и потом YouTube через встроенную рекламу распространяет эти рекламные ролики. Но проблема в том, что этот рекламный бизнес, он достаточно сезонен. И, допустим, зимой перед Новым годом там есть очень много денег, а после Нового года до ближайших праздников денег практически нет. А тем временем на YouTube все заливается и заливается, видео, сервера нужно поддерживать, сотрудникам нужно платить зарплату, на все это нужны огромнейшие деньги. И поэтому, если я, вы и миллионы других людей по чуть-чуть скинемся в YouTube и будем платить ему ежемесячную подписку, то ему все-таки будет чуть-чуть полегче. Потому что, если вы не в курсе, то YouTube только-только начинает получать небольшую прибыль за все время его существования. Все остальные года он был убыточным для Гугла. И последняя причина, почему я решил подключить YouTube Premium, которая, скажем так, не является основной причиной, но она добила мое решение, это то, что помимо YouTube Premium мы еще получаем доступ к YouTube Music и Google Play Music. Потому что за одну подписку ты не только получаешь дополнительные функции у YouTube, но также еще и полноценный музыкальный стриминговый сервис, что вообще, мне кажется, это замечательно. И сейчас я расскажу, какие функции нам дает YouTube Premium на самом YouTube, а также поговорим про YouTube Music, потому что все-таки эти два сервиса идут в паре, и нужно рассказать и о том, и о другом. Первая и самая главная функция, которую нам дает YouTube Premium, это то, что нет абсолютно никакой рекламы. То есть нет прероллов перед показом ролика, нет рекламных пауз, когда вы смотрите видео, потом хоп, выскакивает реклама, нет баннеров, когда вы смотрите видео на компьютере, рекламы нет от слова совсем, вы просто нажимаете на ролик и смотрите его. И у меня за первую неделю использования YouTube Premium до сих пор остается какая-то привычка, что вот сейчас я нажимаю на видео и выскочит реклама, но она не появляется, я такой, вот точно, у меня же есть YouTube Premium. Следующая крутая функция, которую нам дает YouTube Premium, это функция картинка в картинке. Как мы смотрим видео без YouTube Premium? Если мы включаем какое-то видео, то все, мы точно оставляем YouTube, нельзя сворачивать, ничего нельзя делать, потому что видео тоже свернется. А с YouTube Premium и функцией картинка в картинке вы просто сворачиваете приложение YouTube, а видео до сих пор будет играться, но только в миниатюрном окошечке. И вы можете перейти в Instagram, в Twitter, с кем-то общаться и параллельно смотреть видео. Но если вам не нужна сама картинка видео, то вы можете просто это свернуть, и у вас останется обычный звук, то есть видео будет проигрываться просто аудиодорожкой. Это очень актуально, если вы, допустим, смотрите долгие интервью, либо те видео, где картинка не особо важна, а важен именно сам звук. И тем самым вы можете просто включить видео, заблокировать телефон, и все, видео будет проигрываться как обычная музыка, идете по улице, слушаете те же самые интервью, все, не нужно теперь не блокировать телефон, класть его в карман, либо нести его, в общем, это намного удобнее. Четвертая функция, которая нам дает YouTube Premium, видео можно скачивать. Я на
самом деле уже с этим столкнулся, и это очень удобно. Если вы едете какие-то дальние поездки, допустим, на поезде, либо у вас часовая поездка на метро от начала до конца ветки, то вы просто скачиваете заранее видео, которое вы хотите посмотреть, и все. И теперь вас вообще не волнует, есть у вас интернет, нет у вас интернета, вы просто смотрите видео и не парьтесь. Заранее можно скачать сколько угодно роликов, понятное дело, что в пределах вашей памяти на смартфоне. И последнее, что нам дает YouTube Premium, это доступ к YouTube Originals. Что такое YouTube Originals? Это, грубо говоря, Netflix от YouTube, где они производят собственные фильмы, сериалы, мультфильмы и также документальные фильмы. Лично я еще не смотрел ни один фильм, либо сериал. Говорят, что там есть хорошие сериалы, но, если честно, мне не очень это интересно, потому что мне не хватает времени посмотреть те сериалы, которые я хочу на Netflix, а тут еще смотреть сериалы на YouTube. Но, в общем-то, лично мне это не очень интересно, но я уверен, что кто-то найдет это полезным и кому-то даже понравится. Итак, что мы получаем за YouTube Premium на самом YouTube? Первое, нет абсолютно никакой рекламы. Второе, режим картинка в картинке, где мы можем смотреть видео и параллельно сидеть в других приложениях. Третье, это аудиодорожка какого-то видео, то есть сворачиваете картинку в картинке, либо заблокируете телефон, и видео до сих пор будет проигрываться только его аудиодорожка. Ну и четвертое, это возможность скачивать видео, чтобы смотреть его в офлайне, в далеких поездках, либо просто тогда, когда у нас слабый доступ к интернету. И теперь мы переходим к YouTube Music, который идет в дополнение к подписке к YouTube Premium. Что такое YouTube Music, если вы еще каким-то чудом про него не слышали, хотя рекламы на самом YouTube этого сервиса было просто дофигища. В общем, YouTube Music — это музыкальный стриминговый сервис, где мы можем слушать музыку безлимитно и также слушать ее в стриминге, либо скачивать ее на свой телефон. Но в чем его прикол? Он сочетает в себе, можно сказать, классическую музыку, которая есть на других стриминговых сервисах, допустим, на том же Google Play Music, но также и музыку, которая есть еще и на YouTube. А это всякие каверы, клипы и так далее и тому подобное. В общем, любая музыка, которая есть на YouTube, она также есть и на YouTube Music. Вторая прикольная функция YouTube Music, как мне кажется, абсолютно логичная. Можно не только слушать треки, но также еще параллельно смотреть клипы, либо видео, где есть эта самая музыка. И там, кстати, ты можешь разграничивать. Ты можешь слушать музыку официальную, либо которая была в клипе. Потому что, знаете, иногда в клипах у нас песни долгие, там, потому что есть всякие расширенные сцены. Ты можешь это отключить, и у тебя будет проигрываться музыка только официальная, которую залил музыкант на стриминговый сервис. Третья хорошая особенность YouTube Music — это то, что он сейчас очень хорошо поддерживается как на Android, так на iOS, и так и в любом браузере на ПК, либо на macOS. Потому что для Google, а конкретно YouTube, это сейчас новый сервис, и, соответственно, они его хорошо оптимизировали под абсолютно любую платформу, и сейчас сервисом пользоваться комфортно как на iOS, так и на Android, так и на компьютере. Четвертое, что мне нравится в YouTube Music, это дефолтная темная тема. Как мне кажется, это добавляет некий стиль YouTube Music, как раз таки сейчас большой тренд на темные темы, и в этом плане разработчики молодцы, что сразу поняли, что приложение нужно делать темным, а не светлым. Хотя для тех, кто не любит темные темы, я думаю, все-таки стоит добавить переключение на светлую тему, все-таки таких людей тоже немало. Ну и пятое, что самое прикольное, хотя это не относится напрямую к YouTube Music, если вы покупаете подписку YouTube Premium, то вам доступна не только YouTube Music, но также еще и Google Play Music. И тут я на самом деле офигел, потому что до этого я пользовался бесплатной версией Google Play Music, а тут я на него захожу после подключения YouTube Premium, а он у меня становится платным, и я такой, офигеть, получается 3 сервиса идет к YouTube Premium. Это YouTube, YouTube Music и Google Play Music. И поэтому, если вам по какой-то причине не нравится YouTube Music, то вы можете спокойно пользоваться Google Play Music. Но я бы рекомендовал остановиться только на YouTube Music, потому что уже давно ходят слухи, что Google хочет закрыть Google Play Music и оставить только один музыкальный сервис. Но несмотря на все крутости YouTube Music, у него все-таки есть небольшие недостатки, по крайней мере, на мой личный взгляд. А так как меня смотрят сотрудники Google, то сейчас все, что я перечислю, пожалуйста, исправьте. Первое, что мне не понравилось в YouTube Music, это то, что он подцепляет в плейлист понравившиеся те видео на YouTube, которые ты когда-то лайкал. И не было бы проблем, если бы там были только музыкальные видео, то есть клипы на какую-то музыку. А у меня по какой-то причине там подцепились не только те музыкальные клипы, а также и видео Dota 2 WTF, где была какая-то музыка, хотя это абсолютно не клипы. Также видео Chicken Curry под последний, где присутствуют всякие музыканты. Я их лайкал, и, видимо, YouTube Music подумал, что это какой-то клип, я не знаю, и также добавил их в эту библиотеку. И я не знаю, в чем прикол, потому что туда попали явно не все видео, которые я лайкал за все это время, вот той же Dota 2 WTF, либо Chicken Curry, как-то какие-то рандомные видео туда попали. Но все равно мне пришлось потратить около 5 минут времени, чтобы удалить все вот эти видео, которые я бы не хотел иметь в плейлисте понравившиеся. Второе, что мне не нравится в YouTube Music, это то, что если вы до этого пользовались Google Play Music, то вот эту библиотеку вашу он не подгружает туда, и это вообще странно. Потому что сервисы вроде бы из одной структуры, из одной компании Google, но они являются независимыми друг от друга. И поэтому, если ты переходишь из Google Play Music в YouTube Music, то тебе придется заново формировать весь твой плейлист, все понравившиеся песни, добавлять всех артистов заново, в общем, нужно будет все делать заново. Но вроде как обещали еще на самом запуске YouTube Music, что появится как раз таки синхронизация между этими двумя сервисами, но пока что ее нет, и когда ее ожидать, также непонятно.
Третье, что я бы хотел увидеть в приложении YouTube Music, это тексты песен. Я на самом деле не понимаю, почему Google до сих пор не завезет караоке мод в свои стриминговые музыкальные сервисы, потому что если ты вводишь текст какой-то песни, то на Гугле они появляются, и там как бы у них есть соглашение. Но почему-то эти тексты песен они не могут перенести либо в Google Play Music, либо в YouTube Music, этого там попросту нет. А, например, Apple на последней презентации WWDC анонсировали, что начиная с iOS 13 в Apple Music появится караоке мод, где ты можешь слушать музыку и параллельно читать текст песен. Это очень удобно. Ну и последняя моя претензия, это самая главная претензия. Я не понимаю, почему этого нет. Это ужасно лично для меня. Потому что когда ты заходишь на стартовую страницу Google, то справа в верхнем углу там есть такие точечки, где ты на это нажимаешь, и там появляются все сервисы у Google, которыми ты пользуешься. И по какой-то непонятной мне причине до сих пор не завезли вот эту YouTube-музыку в этот правый верхний угол. А для меня, вот лично для меня, это капец как неудобно. Я, конечно, немножко утрирую, но, мне непонятно, почему, если вы делаете сервисы, у вас одна экосистема, то в этом правом верхнем угле должны появляться все ваши приложения. Ну и, наконец-то, стоимость подписки. Если вам, конечно, лень переходить на страницу YouTube Premium, то я вам сейчас скажу в этом видео, сколько что стоит, какие условия. Подписка на одного человека будет стоить 199 рублей в месяц. И я не знаю, по каким критериям, но лично мне перед тем, как активировать YouTube Premium, предлагалось на одиночной подписке первые 3 месяца бесплатно. А сейчас, когда я зашел проверить, с другого аккаунта мне предлагается только 1 месяц, но, видимо, это зависит от вашей активности. Второй план – это студенческий, и он стоит 125 рублей в месяц. Если честно, я не углублялся в тот момент, что они требуют для того, чтобы подтвердить, являешься ты студентом или нет. Но я думаю, это несложно. Наверное, нужно как-то ввести свой универ, номер зачетки, как-то там это все согласуется. И третий план, семейный, как раз таки то, что выбрал я, он стоит 299 рублей в месяц. Мы будем округлять 300 рублей в месяц. В семейную подписку можно включать до 6 человек, то есть лично вас и еще кого-то 5 из вашей семьи, либо друзей. И лично мне кажется, что вот это именно ультимативное решение. За 300 рублей для 6 человек ты подключаешь YouTube Premium, у тебя получается YouTube без рекламы, с дополнительными фишками, так еще и музыкальные стриминговые сервисы в подарок. И лично я просто без раздумывания подключил себе семейный тариф, потому что одиночный за 200 рублей, ну это вообще какой-то бред. Подключать легче уже купить семейный, и даже с каким-то другом поделить все равно выйдет дешевле. Но лично я к семейной подписке подключил всю свою семью, которая активно смотрит YouTube, как раз у меня набралось 6 человек. И если вы не активный пользователь Гугла и не знаете, как добавить людей в семейную подписку, то все очень просто. Заходите в поисковик, неважно, Google или Яндекс, и вводите Google Family Account, и вам в первой же ссылке выпадет семейный аккаунт. И там все достаточно просто. Там будете вы, то есть ваша почта. Также нажимаете на огромный плюсик и добавляете e-mail того человека, которого вы хотели бы добавить к семейному аккаунту. Но перед этим, естественно, нужно будет проверить, какой аккаунт Google используется у вашего члена семьи. Для этого заходите на тот же YouTube. Сверху будет иконочка аватарки, нажимаете на нее, и сверху будет аккаунт почты. То есть подключайтесь к семейной подписке на YouTube Premium, добавляйте у людей ваш семейный аккаунт, и все, через 5 минут у них автоматически активируется YouTube Premium, даже ничего не нужно будет обновлять. И таким же образом у них появится полноценный доступ к музыкальным стриминговым сервисам, таким как Google Play Music и YouTube Music. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы узнали что-то новое и интересное. По крайней мере, лично мне очень понравилась подписка YouTube Premium, и я ее могу рекомендовать вам, чтобы вы ее подключали, потому что реально одно из лучших предложений на рынке. В общем-то, на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих видео. Всем большой удачи. Всем пока.